Опять непонятно, работает все или не работает, поэтому пишем. Слышно, не слышно, видно, не видно, ну и все остальное тому подобное. Пока проверим, как все работает. Привет, Йод. Привет, ВК Лайф.
Тут почти все работает. Так что ладно, как-нибудь разберемся. Так, что у нас идет по плану? Ну, по плану. Всем напоминаю, что есть донатная ссылка. И через эту донатную ссылку просто-напросто отправляете вопросы по желанию, и я их озвучиваю. Попадаете во время стрима, озвучиваете сразу, попадаете после стрима, они автоматом переходят в следующий стрим. Также, если есть желание показать какое-нибудь видео по этой же ссылке, но чуть дороже, и ваше видео будет проигрываться во весь экран. Ограничение видео должно быть короче 10 минут. Также можете на самом верху экрана номер телефона позвонить через WhatsApp, ВК, Viber, Телегу, включая громкую связь, и рассказывайте, что хотите. Также под видео есть ссылка «Купить рекламу». И вот здесь пишите сообщение, и ваше сообщение висит здесь 30 дней. Ну, как 30 дней. 27 числа повесите, 27 числа оно уберется. Следующего месяца. Как-то оно вот так. Ну а теперь переходим к вопросам. Вопросов не особо много, поэтому я думаю, минут за 40 уложимся. А может и не уложимся. Самое дорогое сообщение было, это в России успешно протестировали аналог Starlink. Ссылочку не добавили. Поиск дал результат, что кто-то там отчитался о том, что работает, скорость мизерная, но задачи большую скорость дать не было. Сейчас будут дорабатывать, разрабатывать, и все будет здорово. Интернет появится даже в отдаленных, мало заселенных местах нашей необъятной страны. Бывает такое. Наверняка где-нибудь на территории бывшей Украины попался какой-нибудь настоящий Starlink, который не разломали, а передали нужным людям, которые разобрали, посмотрели и сделали такой же, но полностью отечественный. А может быть и на самом деле долго-долго сидели, думали, гадали, схемы рисовали, латы паяли и что-то там получилось. Ну, кроме интернета для военных, я не знаю, зачем он еще нужен. Если человек живет в каком-то населенном пункте, то, скорее всего, ему домой притащат бухту кабеля с интернетом. Или, например, он просто вставит USB-свисток с флешкой в свой компьютер и будет пользоваться этой самой USB-флешкой. А если USB воткнуть некуда и бухту не протянуть,
Может, там и людей нет, и интернета там не сильно много. Не знаю. Сообщает, что за неподключение к суверенному Чебурнету провайдеров в России будут штрафовать. Ну, наверное, да, будут. А может быть, и не будут. Все зависит от того, какие будут варианты. Потому что иногда попадаются вот каких-нибудь депутатов совершенно разного уровня, от Государственной Думы до села Ослиные Уши, которые просто стучат тяжелым по столу и требуют, чтобы все сервисы сделали именно на российской территории. И этот самый российский интернет отключили полностью от западного, потому что западный он вредный, с вирусами и все тому подобное. А этот отечественный будет только полезное, только все работающее, без глюков, без всего. То есть прям вот надо. Ну, как правило, подобные высказывания это просто напоминание о себе любимом в преддверии выборов. Ну, как показывает практика, дальше криков и возгласов у данных персонажей никуда ничего не идет. Ну, по той простой причине, что это может быть какой-нибудь бывший спортсмен, писатель, художник, коммерсант, общественный деятель, то есть кто угодно, но не человек, который что-то там делал руками. Умеет только говорить. Ну, соответственно, только и говорить. Также сообщают, что Единая Россия хочет запретить регистрацию на российских сайтах с импортной почты. Госдума тем временем уже согласилась с этим требованием. Осталось немножко согласовать, подписать царю-батюшке и все. Под регистрацией под российской почтой имеется в виду не только почта Mail.ru и Яндекс, но и всякие сервисы авторизации через госуслуги, ВКонтакт и прочую тому подобную ерунду. Ну, новость как новость. Все, как в предыдущей новости сказал, борются за свой суверенный интернет. Ну, читать комментарии по подобными новостями интересно. Кто-то рассказывает, как он всю свою сознательную жизнь сидел на Gmail и лучше почты нет, а теперь ему придется открывать какую-нибудь непонятную почту и регистрироваться на ней. Местные новости сообщают. Не знаю, первая почта, которая у меня появилась, была на Yahoo. Потом перешел на Gmail. Оттуда перешел на Яндекс. Какой-то особой разницы между ними всеми нет. Почта, она и есть почта. Вопрос только, сколько туда владелец этой почты, Яндекс, Google или тот же Yahoo,
рекламу напихают. А так можешь всегда пользоваться, снять какую-то почтовую программу и пользоваться этим без просмотра всей этой почты. Ну, можно и почту посмотреть вместе с рекламой. Ну, все это дальше слов никуда не пойдет. Да, запретят на госуслуги, а вот если я уже зарегистрирован на госуслугах через почту на том же Gmail, что мой аккаунт будет недействительным, ну, повесить какую-нибудь яркую табличку, чтобы я поменял почту. И дальше этого никуда ничего не пойдет. Я так думаю. Многие начали жаловаться на то, что Киви банк закрывается. На самом деле поступила команда из Центробанка в сторону Киви банка. И пока там проводится проверка, пользователи не могут обналичивать более 1000 рублей в месяц или переводить в какой-либо банк больше той же 1000 рублей. Упоминается, что если вы хотите что-то купить, то можете покупать. Просто Kiwi Bank это такая хитрая система, которая очень многими используется во всяких разных мошеннических схемах. Да, деньги переводить, обналичивать легко было, и в другие страны их уводить тоже можно было легко, на ту же окраину с Казахстаном. Но ограничения ввели, какое-то время пройдет, проверят, накажут, либо закроют, либо снимут. И будет все как и раньше. Ничего особенного в этом нет. Это как крики, как это назвать-то, чтобы не сильно выработаться, шестерок не осужденного, пока просто арестованного Гиркина. Требовали цензуру, требовали смерть. Ну вот, получили и цензуру, и смерть. Теперь ходят, кричат, что они совсем не это хотели. Ну, как говорят некоторые люди, которые думают, что они увлекаются историей, философией, аккуратнее в своих желаниях, время от времени они сбываются. Но об этом пока не сбудется, никто особо и не думает. И в завершении выпуска Сбербанк сообщает, что он не видит в комиссиях при переводах каких-либо проблем. Напоминаю, что некоторое время назад Центробанк обратился к Сбербанку и предложил ему рассмотреть вопрос отмены комиссии за перевод. Я вот, если честно, сейчас не в курсе. Раньше были комиссии за переводы из отделения в отделение, там, из области в область. Потому что, по своей сути, Сбербанк Московской области и Сбербанк Нижегородской области были два разных Сбербанка с одинаковым логотипом, с одинаковым начальством. Но все комиссии были как будто отправлялись в другой банк. Ну, в принципе, я это и говорил, то, что Сбербанк откажется от комиссий ровно в тот момент,
Когда пройдет полгода, год с того момента, когда все остальные банки уберут эти комиссии и начнут привлекать к себе людей. И тогда Сбербанку окажется, что какого-нибудь Милохина не на что позвать, чтобы он им спел, сплясал, кривую рожу показал на какого-нибудь тусовочки экономической темы. И вот тогда, да, они увидят проблему в этих самых комиссиях. Ну а пока, если есть возможность взять деньги, Сберкасса эти деньги возьмет. Потому что она не видит проблемы в том, что должна отказываться от этих денег. Зачем? Ну и тем временем подошли к киносериальной части. Ну, собственно, про нее и про то же. Ну, что у нас? Один сериал отечественный, одно кино импортное. Оппенгеймера я так и не посмотрел, все никак до него не дошли. А вместо него я начал смотреть последнюю миссию невыполнима, часть первая. Ну, сначала трейлер. Наша жизнь — это сумма наших решений. Невозможно избежать прошлого. Итан, за эту твою миссию тебе придется заплатить ценой жизни. Мир меняется. Правда исчезает. Война приближается. Давно мы не виделись. Вы не представляете, какая сила за мной стоит. Он знает про вас все. И как все закончится. Послушай, весь мир гоняется с тобой. Его судьба предначертана. Хотите разделить его участь? Если со мной хоть что-то случится, я найду тебя где угодно и убью. Это предначертано. В этом году Итан, какова твоя цель? Какова твоя истинная цель? Ваша жизнь всегда для меня важнее, чем моя. Эта миссия важнее, чем наши жизни. Я с этим не согласен. Том Круз. Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая. Скоро. Что самое интересное в этом кино, это комментарии с новостями. Вот вы можете посмотреть это кино только после выхода цифровой копии, то есть где-нибудь там в конце осени этого года. Не знаю, что там с осенью этого года и цифровыми копиями, но вполне себе приличный торрент с нормальным качеством лежит в свободном доступе, скачиваешь, смотришь.
хорошо переведено, хорошо снято, хорошие актеры, смотрится все нормально. Надо там ждать осени и выхода цифровых код. Том Круз в свои 60 лет бегает, прыгает и в этот раз борется с искусственным интеллектом. Как обычно, подругу убивают, но все равно все остальные продолжают бороться. Часть первая в конце фильма говорит нам не о том, что будет часть вторая, а о том, что это просто первая серия 7-й части. Да, следующую серию они, скорее всего, «Миссия невыполнима 8» назовут, но это будет вторая часть 7-й, потому что здесь выясняли, кто главный, кто злодей, кто за этим всем стоит, где все это взять, то все, ключ искали, все нашли, все получили, все узнали, и вот осталось теперь только найти подводную лодку, где этот самый искусственный интеллект и живет. Лодка, к слову сказать, Севастополь российского производства. Но при всем при этом кино интересное, поэтому хотите посмотреть, посмотрите. Потерять точно ничего не потеряете. Другой будет сериал «Библиотека». Смотрим трейлер. Если знать честь и всю не покажется все силы. Нет. От полученных ранений Максим Дядязинцев скоропостижно скончался в райбольнице Широнина. Мы все друзья вашего отца, и я вам более скажу, мы его библиотека. Эти книги, они как бы волшебные. Кто прочитает все 6, призовет 7-ю книгу смысла. У нее для тебя свой замысел. Это мой отец придумал вот эту секту. Это не секта. Мы предлагаем тебе стать нашим новым библиотекарем. Будьте осторожны. Алексей Максимович убьет вас быстро. Все толкинисты хреновы, психи вы все. Извините, я не готов. За Максим Даниловича не хочешь поквитаться? Я не знал Максима Даниловича, чего мне за него квитаться? Я тебя никогда не забуду. Мы с тобой всегда будем вместе. Он хотел найти книгу смысла. Я другой Вяземцев! Я людей не убиваю! Ты не как боец, ты как знамя нам нужен! Выбор есть всегда, так? Я за тобой лично приду, Вяземцев. Почему мы, прикоснувшись к чуду, пачками режем друг друга? Берегите Вяземцева. Никого ценнее сейчас нет. Здесь каждый бы отдал за тебя свою жизнь. И теперь я ваш библиотекарь. Кино снято по произведению Михаила Елизарева, про которого я думал, что он просто прикольные песни сочиняет. А то, что он еще и книжки пишет, я совсем не знал. Но в запрещенном ныне Инстаграме попалась новость, вот выходит сериал, начинаем смотреть. Начал смотреть. Первая серия как бы ни о чем. Папа бросил семью, ушел. Через 20 с лишним лет пришел. Пытался пообъясниться, письмо оставил, записки присылал. А потом пришла телеграмма.
Все, от ранений скончался. По наследству квартиры. Сынок, который своего папашу не сильно и любил, приехал продать квартиру и начал выяснять, что папаша был библиотекарем. Ну, хоть они и говорят, что они не секта, но именно из секты. То есть какой-то там писатель советских времен написал книжки, если эту книжку вслух прочитать с выражением, прочитаешь книжку спокойствия, будешь спокойным, книжку ярости, порвешь всех на мелкие кусочки вокруг. И вот потихоньку молодой человек в исполнении Ефремова-младшего начал вникать. Ну и, собственно, и понеслось дальше. Смотреть интересно, да, все это в период конца Советского Союза. Побоище на ножах, дубинках, одетых в какие-то там противогазы, покрышки и прочие самодельные доспехи. Так себе, но все равно смотрится неплохо, нормально. И в целом могу сказать, что сериал получился неплохим. Ну, что касается автора Михаила Елизаева, лучшие песенки послушайте. Сериал хороший, но песенки лучше. Не все. Но есть, которые лучше. Ну, а тем временем стрим на 31 минуте подошел к концу. Ну и, собственно, все. Всем пока. Увидимся через 4 дня. Как сообщить свой вопрос, всем сказал в самом начале. Так что все. Всем пока.